Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы обнаружили, что все, во что вы верили о себе и своей жизни, не соответствует действительности. Вообразите, что вы внезапно понимаете, что вы не тот человек, за кого себя принимали. Такое осознание может принести много боли и смятения, часто приводя к периоду печали или глубокой внутренней борьбе с вашей духовностью. С духовностью вы испытываете уникальную боль, которая сопровождает смерть вашего старого «я». Трансформации редко бывают комфортными, когда вы чувствуете, как слои лжи сдираются. Это похоже на линьку вашей старой кожи, необходимую часть вашей эволюции. Когда вы переживаете пробуждение вашей духовности, внутри вас разворачивается внутренняя битва. С одной стороны, ваш дух стремится пробудиться, даже если знает, что впереди ждут испытания и боль. С другой стороны, ваше физическое «я», ваша плоть, стремится оставаться в спячке и избежать дискомфорта. До этого пробуждения ваша жизнь в основном направлялась вашей плотью или эго. Однако по мере продвижения по пути духовного роста, ваш внутренний дух берет на себя лидерство, и этот сдвиг в контроле начинает ослаблять хватку эго. Эго – это грозная сила, которая процветает на контроле и сильно сопротивляется его потере. Оно может пойти на крайние меры, чтобы сохранить свое господство над вашими мыслями и действиями. Иногда оно даже может заставить вас думать, что вы теряете рассудок. Все это в попытке заставить вас отказаться от вашего пробуждения и вернуться к прежнему состоянию спячки. Действительно, дух – это та часть вас, которая по своей сути связана с высшим источником, часто называемым Богом, и обладает глубокой мудростью. Он знает лучший способ жизни и переживания жизни. Однако, когда эго крепко держит контроль, путь может показаться вам увлечением в темное и неопределенное место, не имея ничего, кроме веры в себя. Но вот обнадеживающая часть. Дух в конечном итоге восторжествует. Духовное пробуждение обязательно произойдет в соответствии с планом, несмотря на то, как яростно эго сопротивляется и сколько боли вы можете испытать в этом процессе. Связь Духа с Божественным нерушима, и Он поведет вас к более просветленному пути. Чтобы по-настоящему понять борьбу, вы должны понять конфликт между желаниями физического «я» и стремлениями души. Говоря о конфликте между плотью и духом, это похоже на описание двух очень разных желаний внутри вас. Плоть или ваши физические и эмоциональные желания часто ищут немедленного удовольствия и комфорта. Это похоже на ту часть вас, которая просто хочет расслабиться, повеселиться и насладиться простыми вещами в жизни. С другой стороны, ваш дух более серьезен и сосредоточен на более глубоких, более значимых занятиях. Представьте, что, когда ваш дух хочет оставаться в сознании, чтобы молиться, медитировать, установить связь с чем-то более глубоким или значимым, ваша плоть просто хочет спать. Она предпочитает комфорт и легкость отдыха усилиям и дисциплине духовных практик. Подобным образом, в то время как ваш дух может побуждать вас читать книгу или учиться чему-то новому, расширяя ваше понимание и развивая ваш разум, ваша плоть скорее предпочла бы, чтобы вы просто пролистали ленту в телефоне. Это выбор легкого развлечения вместо значимого роста. Ваша плоть наслаждается веселыми и легкомысленными аспектами жизни. Это похоже на часть вас, которая не хочет терять эти моменты простой радости и легкости. Для этой части вас серьезность и дисциплина духа кажутся такими, что отнимут всю радость жизни. Как будто плоть говорит: «Зачем прилагать все эти усилия и серьезность, когда мы можем просто наслаждаться?» Друг мой, запомните, что причина, по которой ваше эго так сильно сопротивляется переменам и духовному пробуждению, заключается в том, что оно хочет защитить вас. Оно осознает, что узнать правду может быть очень больно, иногда невыносимо больно, и хочет избежать этой боли любой ценой. Ваше эго предпочло бы оставаться в неведении, держа глаза закрытыми от реальности, а не сталкиваться с этой болью и видеть истинную природу вещей. Подумайте о том, как ваше эго реагирует на эмоциональную боль, так же, как ваше тело реагирует на пламя. Когда вы касаетесь пламени, ваша рука инстинктивно отдергивается. Это естественный способ защиты вашего тела.
Аналогичным образом, ваше эго отшатывается от эмоциональной боли, пытаясь уберечь вас от боли и дискомфорта, которые часто сопутствуют столкновению с глубокими истинами. Но ваш дух видит вещи иначе. Он понимает, что боль – это не просто то, чего следует избегать, а необходимая часть исцеления и роста. С этой точки зрения боль – это путь, важный корень к более глубокому пониманию и мудрости. Нет короткого пути или легкого способа ее обойти. Многие люди, пережившие духовное пробуждение, столкнулись со значительной болью и страданиями в своей жизни. Эта боль и страдания – не просто случайные совпадения, они играют жизненно важную роль в путешествии к мудрости и свободе. Они служат средством уравновешивания кармических долгов или греха, что является важной концепцией во многих духовных учениях. Кармические долги относятся к идее о том, что действия и переживания вашего прошлого имеют последствия, которые необходимо разрешить или уравновесить в вашем настоящем или будущем. Перенося боль и страдания, вы по сути ускоряете эволюцию своей души. Этот процесс уравновешивания кармических долгов, как считается, приводит к более быстрой духовной трансформации и росту. Здесь идея заключается в том, что переживания, особенно сложные, через которые вы проходите в жизни, не являются просто случайными событиями, но тесно связаны с путешествием и ростом вашей души. Такое понимание – причина, по которой некоторые души, как считается, выбирают жизненный путь, наполненный испытаниями и болью. Считается, что до того, как вы родились, ваша душа сделала выбор в пользу опыта, необходимого для ее роста в этой жизни. Путь, по которому вы идете, включая трудности, с которыми вы сталкиваетесь, зависит от уроков, которые вы должны усвоить, и мудрости, к которой вы стремитесь. Если вы недавно пережили духовное пробуждение, вы, возможно, почувствовали, что теряете свое старое «я». Это чувство может быть очень сильным, как будто вы проходите через своего рода смерть. Это медленное сбрасывание всех ложных убеждений, социальных норм и условностей, за которые вы так долго цеплялись. Этот процесс может быть настолько глубоким, что вы можете почувствовать, что умираете для своей старой идентичности, оставляя вас в неуверенности о том, кто вы есть и где ваше место в мире. Разрушение всего, что вы считали собой, может быть глубоко дискомфортным и болезненным. Испытывать боль, отпуская свое старое «я» – это нормальная часть этого процесса. Во многих духовных традициях смерть рассматривается как предвестник возрождения. Отпускание старых, мертвых частей нашего «я» позволяет появиться новой жизни и новым перспективам. После вашего возрождения цель ваших страданий становится более ясной. Размышляя о собственном духовном пробуждении, я понял, что перенесенные мной страдания были невероятно преобразующими. Они привели меня к обретению моего истинного предназначения. Без пройденной боли я не смог бы заниматься любимым делом и помогать другим, переживающим собственное болезненное пробуждение. Это путешествие научило меня, что самая значительная боль в вашей жизни часто указывает вам, как вы можете помочь другим. Ваша величайшая боль становится компасом, направляющим вас туда, где вы можете внести значимый вклад в мир. Боль, понятая правильно, это дар. Только задним числом вы можете увидеть скрытое благословение в переживании, которое могло показаться вам метафорической смертью. Именно эти сложные переживания часто приводят к самому глубокому росту и пониманию. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пусть Бог щедро благословит вас. Желаю вам прекрасного дня.